Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про современное вооружение Российской Федерации, а именно авиацию. И в этом видео вы узнаете, что было показано на форуме «Армия-2023» и также просто современную авиацию Российской Федерации. И в этом видео будет очень много беспилотных летательных аппаратов, потому что, как показала практика, они оказались довольно эффективными в боевых действиях. Давайте смотреть. А если вы угадали, что это за машина у меня в руках, то напишите об этом в комментариях. А начну я свой рассказ с главного авиационного экспоната форума «Армия-2023» – это МиГ-35. МиГ-35 – это российский многофункциональный истребитель поколения 4++, и предназначен он для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника, то есть его ПВО. Многофункциональный истребитель МиГ-35 – это результат глубокой модернизации боевых самолетов МиГ-29М и МиГ-29К в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик и доведения их до уровня самолета поколения 4++. При проектировании МиГ-35 удалось на 35% повысить внутренний запас топлива, а также в 2 раза увеличить боевую нагрузку. И в результате вооружение и радиус действия МиГ-35 приблизился к уровню тяжелых истребителей. Установленный на самолете радар нового поколения позволяет одновременно сопровождать до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км и одновременно атаковать 6 наиболее опасных из них. Эксплуатационные затраты самолета МиГ-35 существенно снижены, и в несколько раз увеличены ресурсы планера и агрегатов самолета. А это новый проект перспективного Ми-8АМТ ШВН «Сапсан», и он включает ряд мер, направленных на совершенствование важнейших характеристик и боевых качеств. Часть агрегатов, и в том числе ключевых, подверглась замене, и кроме того внедрено несколько принципиально новых систем. И в результате появился грузопассажирский вертолет, способный применять расширенную номенклатуру вооружений класса «Воздух-воздух» и «Воздух-поверхность». Большинство пилотажных, навигационных и боевых задач вертолет способен выполнять при минимальном участии экипажа, то есть в автоматическом режиме. Разработчиками перспективного ударно-транспортного вертолета Ми-8АМТ ШВН предусмотрен комплекс эффективных мер повышения живучести. «Сапсан» будет оснащен бортовыми комплексами обороны, способными в автоматическом режиме выявлять ракетные пуски и использовать сложные тепловые цели. Кабины пилотов, ключевые узлы и агрегаты машины надежно защищены титановыми бронепластинами, а грузопассажирская кабина противопульной защитой из кевлара и энергопоглощающими сиденьями, предотвращающими травмирование десанта при очень жесткой посадке. Особенно мне запомнились боевые вертолеты Ми-28НЭ, экспортная версия вертолета Ми-28Н. А то, что этот экспонат на экспорт, намекают лица потенциальных покупателей. Ми-28НЭ предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Вертолет отличается усиленной бронезащитой, повышенной боевой живучестью и наличием современного высокоточного комплекса управления и неуправляемого вооружения. При разработке вертолета конструкторы уделили большое внимание защите экипажа и живучести машины. Так, важнейшие агрегаты ударного вертолета и проводки были дублированы и разнесены по разным бортам, а важные узлы и агрегаты прикрываются менее важными. К-52Э с «Лмур» из стиля 305. Неуправляемое вооружение К-52Э включает неуправляемые снаряды С-13 и С-8, свободно падающие бомбы и бомбовые кассеты в калибрах от 100 до 500 кг и зажигательные баки. Также могут применяться и пушечные контейнеры. К-52Э может нести несколько типов управляемых ракет, в том числе и сверхзвуковых противотанковых ракет комплексов «Штурм-ВУ» и «Вихрь-М» и управляемые ракеты «Воздух-воздух» и «Главе». Модернизированный комплекс бортовой обороны работает в более широком диапазоне частот и на больших дальностях. На вертолет установлена система бортовой комплексной обороны «Моноблок» производства АО «НИИ Кран» из Самары, и она имеет угловатую форму, когда как предыдущая станция представляла собой вращающуюся сферу, за что она и получила прозвище «Яйца жизни». Новая лампа СПЗ-1500 генерирует модулированное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение для подавления инфракрасных головок самонаведения ракет класса «Воздух-воздух» и «Воздух-поверхность» и «Поверхность-воздух». Лопасти несущего винта имеют более мощные обогревающие элементы, что позволяет вертолету работать в более широком диапазоне температур, в том числе и в Арктике, которая является сосредоточением особого внимания российской военной стратегии в последнее время.
Шасси оснащено колесами повышенной нагрузки и износостойкости, и вертолет также имеет надежные светодиодные огни. Кабина экипажа имеет улучшенную эргономику, а также лучше приспособлена для полетов в очках ночного видения. К-226Т – это многоцелевой вертолет модульной конструкции, который предназначен для проведения работ широкого спектра в различных труднодоступных районах, а также в условиях высокогорного, арктического, пустынного климата и на море. Модульная система предполагает использование сменных модулей различного назначения, а также перевозку грузов на внешней подвеске. Область эксплуатации вертолета включает в себя задачи транспортировки грузов до 1,5 тонн и перевозку пассажиров до 7 человек, а также проведение десантных и спасательных операций и поисковых работ. А установить нужный модуль способна небольшая группа людей в течение часа. Основным отличием от базовой модели являются два газотурбинных двигателя Arius 2G1 по 500 лошадиных сил на каждый французской компании Turbomeca, избыточная мощность которых положительно сказалась на летных характеристиках машины, особенно в условиях высокогорья и пустыни. При отказе одного из двигателей вертолет сможет совершить взлет и посадку без потери грузоподъемности, а соосная схема винтов, традиционная для камовских машин, обеспечивает превосходную маневренность и легкость пилотирования. Орион – это средневысотный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат российского производства с большой дальностью полета до 24 часов. Беспилотник оснащен оборудованием для радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки, и он может использоваться и в гражданских военных целях. При необходимости на него могут подвешиваться 4 ракеты класса «Воздух-Земля» или авиационные бомбы для работы по вражеским целям. Существует и экспортный вариант аппарата, и он называется «Орион-Э». В комплектацию военного авиакомплекса «Орион» входит от 3 до 6 средневысотных летательных аппаратов с беспилотным управлением, система управления взлетом и посадкой, радиотехнический комплекс, блок размещения операторов, контролирующих работу беспилотников. Каждый такой комплекс может круглосуточно обслуживать участок фронта значительной протяженности в широком диапазоне климатических и погодных условий. Планер самого беспилотника имеет нормальную аэродинамическую схему. Он имеет средние размеры и оснащен хвостовым оперением V-образной формы. Выполняется из современных композитных материалов, обеспечивающих высокую прочность конструкции при относительно небольшой массе. Фюзеляж удлинен и имеет поперечное несимметричное сечение. Крыло прямое со средним расположением. Оно имеет развитую механизацию, управляющуюся при помощи ЭДСУ – электронной дистанционной системы управления. И еще один вариант БПЛА. После получения первичной информации о воздушных целях БПЛА «Сириус» ПВО должны выдвигаться в направлении их движения, осуществлять допоиск целей собственными средствами разведки и поражение имеющимся вооружением. Можно предположить, что проблем с тихоходными, плохо маневрирующими украинскими БПЛА «Камикадзе» не будет. В то же время обеспечить высокую вероятность уничтожения крылатых ракет типа Storm Shadow будет достаточно сложно. Возможно, повысится вероятность уничтожения современных малоназемных КР. Можно будет путем ввода в состав вооружения БПЛА «Сириус» ПВО ракет «Воздух-воздух» малой дальности. Необходимо понимать, что даже если эффективность БПЛА «Сириус» ПВО против крылатых ракет будет невелика, то перехват большей части БПЛА «Камикадзе» будет иметь важнейшее значение, поскольку именно с их помощью противник будет пытаться перезагрузить объекты ПВО путем нанесения комбинированных ударов с массированным применением БПЛА «Камикадзе» и ограниченным количеством крылатых ракет в залпе. И, как показывает практика, БПЛА различного назначения будут играть все большую и большую роль при ведении боевых действий. И на данный момент для решения задач противовоздушной обороны эти машины пока еще никак не используются, несмотря на их огромные перспективы в этом направлении. А это беспилотный авиационный комплекс с реактивными летательными аппаратами самолетного типа «Аспид». «Аспид» представляет собой высокоплан со стреловидным крылом и однокилевым вертикальным оперением, оборудованный турбореактивной силовой установкой, разработанной специалистами компаниями «Аэрокон». За счет развитой механизации крыла летательный аппарат имеет невысокую взлетную скорость – около 120 км в час, но способен развивать и максимальную скорость до 400 км в час у поверхности Земли и свыше 500 км в час на высоте до 6000 метров. Взлет осуществляется посредством разгонной катапульты, а посадка с помощью парашюта и пневматического амортизатора на воду. Отличительными особенностями беспилотного комплекса является неприхотливость в эксплуатации, простота и надежность конструкции, а также высокий ресурс планера и силовой установки.
это БАЗ-200, он стал первым БПЛА вертолетного типа, который получил сертификат своего типа. И в теории после этого можно будет налаживать массовый выпуск машин, которые так нужны в народном хозяйстве. А как мы знаем, ключевая проблема России, США и Канады – это слабая логистика северных регионов. Если в США и в Канаде этот вопрос в целом закрыт развитием малой авиации, в России этот вопрос долго решался емкой фразой «потерпите». А народ терпеть не хотел и дружно валил из северных регионов. А комплексы БАЗ-200 позволят протянуть в северные регионы руку помощи, которая так необходима, и на север можно будет доставлять срочные грузы, медикаменты и многое другое, без чего жизнь там людей явно не сахар. И теперь терпеть не надо, ибо появился инструмент, который обеспечит доставку. А вот вопрос о том, сколько будет построено таких инструментов, целиком зависит от руководства. Проекту нужен массовый государственный заказ в сотни, а лучше в 1000 машин. И будем надеяться, что государство найдет на это деньги. А это беспилотное воздушное судно ВТ-440, и предназначено оно для доставки грузов массой до 100 килограммов, а также мониторинга местности и разведки. В Российской Федерации в рамках экспериментального правового режима сертифицирован первый беспилотный вертолет ВТ-440, и он уже получил бортовой номер и выполняет разные задачи. Дрон планируется запустить в серийное производство. Вертолет весит 440 килограммов, и при этом он может нести груз до 100 килограмм в течение 4 часов. Крейсерная скорость составляет 150 км в час. Среди задач – доставка грузов, осмотр территории и разведка местности. И, вероятно, беспилотник прежде всего будет востребован в условиях Крайнего Севера, где с транспортом обстановка весьма напряженная, а некоторые районы и вовсе остаются отрезанными от цивилизации долгие зимние месяцы. Доставка лекарств, техники по воздуху будет настоящим спасением для бытовых услуг, а также для промышленников и ученых. Кстати, на севере логично испытывать аппараты, ведь вероятность столкновения или же падения кому-нибудь на голову там крайне мала. Позже можно будет перенести испытания в намного более сложные городские условия. И вот такой рассказ о новейших авиационных комплексах у меня получился, пилотируемых и беспилотных. А если вам понравилось видео, то не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А поддержать мою деятельность или же получить дополнительный контент обо мне можно на моей страничке на Бусти. Ссылочка будет в описании. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.